В рамках данного урока мы рассмотрим с вами иные действия, связанные с контекстным меню. Разберем с вами следующее. Это прямое управление браузером, действие, начать цикл, вкладки разберем, решить капчу кликами, установить значение комбо-бокса, установить индекс комбо-бокса, выбрать случайный элемент из комбо-бокса и также дополнительные действия графического селектора. Итак, значит, продолжаем с вами действия по контекстному меню. Далее у нас идет с вами следующее, это по нажатию ПКМ. Мы с вами открываем и видим с вами другие действия, которые мы не разбирали, это прямое управление браузером. В принципе, здесь все просто, это то же самое управление браузером, которое вы можете найти с помощью не этого, а с помощью вот этого вот значка, который находится в виде Wi-Fi, находится в правом верхнем углу. Дальше у нас с вами необходимо разобрать начать цикл. Начать цикл это не что иное, как начинание цикла с перебором элементов. Например, вы хотите, скажем, перебрать все значения или все поля, присутствующие на странице Bybit. Вы для этих целей что делаете? Вы выбираете поле email, далее вы выбираете начать цикл, и после этого у вас начинается цикл с селекторами элемента. Как видите, да, открывается такая менюшка, и по селекторам у вас будет происходить перебор. Дальше, если мы вызовем с вами, у нас вызовется автоматический цикл. Он похож примерно как for each цикл с перебором. Единственное, что внутри него можно вызывать вот такие вот структуры специальные, которые будут идентифицировать то, что мы находимся на конкретном элементе. То есть вот это значение будет текущего элемента, а вот это значение это индекс текущего элемента. Соответственно, он перебирает по индексам каждый из элементов и с ним может работать в процессе. Далее у нас есть с вами работа с вкладками. Работа с вкладками это непосредственно следующее. Работа с вкладками, когда мы нажимаем на правую кнопку мыши, мы с вами здесь можем выбрать вкладки. И здесь можем взаимодействовать с вкладками. Добавить вкладку. Если мы нажмем, то здесь можем добавить вкладочку с определенным URL. Например, у нас открыт Bybit, мы хотим добавить google.com. Здесь также есть определенный параметр отложенная загрузка. Если мы нажмем сюда, мы увидим, что это создать новую вкладку, загрузить указанный URL только после того, как она станет активной. Или создать новую вкладку, переключиться на нее и сразу же загрузить указанный URL. Здесь видите, в зависимости от того, какая логика работы вам необходима. Например, по умолчанию всегда использую false, я в принципе не заморачиваюсь. И нажимаю ОК. После этого у меня открывается вторая вкладочка, ее можно посмотреть вот здесь вот в верхнем меню, увидеть и убедиться, что у нас добавилась новая вкладка с Google. И мы можем здесь переключиться на первую вкладочку. Что касаемо вкладок, здесь точно так же, если мы нажмем правой кнопкой мыши, перейдем во вкладки, то здесь мы увидим с вами, значит, получение информации об вкладках. То есть это специальные действия, которые позволяют получить различные параметры, нужные нам для работы. Например, для переключения между вкладками. Предположим, URL list у нас сохраняет список URL, которые открыты в данный момент времени. Total Tabs у нас сохраняет количество вкладок, которые открыты в данный момент времени. Сейчас их 2. Tab Index это индекс текущей вкладки, открытый, на который вызывается конкретное действие. Если открыт Bybit, значит он вернет нолик, потому что порядковый номер 1, а индекс 0. Давайте нажмем ОК и посмотрим, что у нас возвращается. Возвращается у нас, как видите, Tab Index 0, Total Tabs 2, URL List такой-то. Вот, это что касаемо вкладочек. Дальше мы идем в вкладки еще раз. И здесь можно также вызвать действие переключиться между вкладками. Переключение происходит по индексам. Помните, да, что индекс это порядковый номер -1. Следовательно, если у вас две вкладки, то для закрытия второй необходимо вызвать непосредственно индекс 1. Нажимаем 1 и у нас закрывается условно вкладка 1. Давайте, переключается на вкладку 1, точнее, да? Это сейчас не удаляется, а именно переключение. Вот, переключается на вкладку 1. И если нам переключиться нужно на первую вкладку, мы переключаемся на вкладку 0. Давайте попробуем, как это работает. Все, вкладка 0. Далее переступаем к следующему вкладкам. Это переключиться на, видите, если у нас появляется больше двух сайтов, он все отображает здесь. И здесь еще также есть закрыть вкладку. То же самое, оно работает с индексами. Если мы нажмем ОК, то у нас закроется вкладочка с Google. Далее рассмотрим следующее действие, это решить капчу. Для этого мы выделяем блок с нужной капчей. Обращаю внимание, что он работает именно, если мы берем слово решить капчу действие, Тот работает только с текстовой капчей, то есть там, где перечисляются какие-то символы на картинке. Только с таким видом капчи работает именно это действие. Для всех остальных действий есть определенные другие модули, например, для Recaptcha 2 есть модуль, для HCaptcha, для FunCaptcha свои модули. Например, мы хотим решить вот эту капчу. Мы, допустим, выделяем,
правой кнопкой мыши, нажимаем решить капчу. А более подробно вы узнаете об этом в теме, посвященной капчам и работе с ними. Вот, дальше у нас выскакивает такое меню. Здесь необходимо выбрать селектор, который мы хотим решать. В данном случае это картинка с капчей. Дальше, Capture Result — это переменная, куда будет сохраняться результат решения капчи для дальнейшего ввода в поле. Дальше у нас здесь выбирается метод решения. Manual по умолчанию — это ручной способ капчи. Антигейт, капча и так далее — это все сервисы и программы для решения капч. Xcivil, CapMonster — это специальные программы десктопные, которые ставятся, на них разворачивается сервер, и с помощью там 127.0.0.1 можно подключаться к этим программам, и эти программы обладают нейронными сетями, и они решают капчи. Это вот так для информации. Дальше здесь добавляется ключик решения капчи, а здесь добавляется URL сервера. Как раз таки, если мы пользуемся с вами сторонними различными серверами, либо пробрасываем свой сервер через другие капчи-сервисы, либо пользуемся какими-то десктопными программами, тогда это заполняется. Иначе это остается пустым, просто здесь выбирается, например, рукапча, вставляется какой-то ключик и нажимается ОК. Все, дальше, если у нас ключ валидный, в принципе, мы с вами решим капчу. Ну, так как ключ у нас сейчас не валидный, он выдаст ошибку error wrong user key. Это просто для общего понимания, у нас сейчас капчи тут нету, в принципе, она будет у вас решаться. Далее, у нас еще с вами есть определенное действие, которое называется решить капчу кликами. Если мы выделим капчу, которую хотим решать кликами, в данном случае это, например, рекапча, которая у нас отображается в поп-ап окне, и мы хотим кликать по кубикам определенным, то, соответственно, нам необходимо вызвать для всей этой капчи специальное действие, называемое решить капчу кликами. Здесь есть определенная особенность в том, что здесь надо, ну, естественно, селектор, выбрать определенный сервис, ключ сервиса и также описание капчи необходимо добавить. Что такое описание капчи? Описание капчи — это непосредственно motorcycles, то есть что необходимо выбрать на капче. Сначала перед вызовом этого действия вы должны сохранить этот текст, то есть вы должны получить текст вот таким вот образом, save text, да? А дальше этот save text с заданием, которое необходимо выполнить на капче, вы должны выделить дальше капчу, нажать решить капчу кликами, забить какой-то ключик свой, выбрать сервис и сюда вставить значение переменной. В таком случае тогда у вас с большей долей вероятности решится с первого раза данная капча. Дальше у этого действия есть также дополнительные параметры. Это имитирование движения мыши, интервал проверки задания, задержка проверки решения задачи и URL сервиса. В принципе, эти параметры по умолчанию нормальные стоят. Самое главное — дать правильное описание и правильно выделить блок с капчей. Если мы с вами нажмем вот это все дело, он должен отправить запрос на сервис и подождать ответа. Дальше протыкать это все дело, если у нас ключ верный. Если у нас ключ неверный, естественно, выдаст ту же самую ошибку, как и была. Далее у нас идут действия с комбо-боксами. То есть обращаю ваше внимание, что для информации важно, что эти действия работают только лишь с версткой, где у нас комбо-боксы реализованы с тегом select. Если комбо-боксы реализованы, например, с div структурой, либо с другой, с phantom структурой и так далее, то эти действия будут неэффективны. То есть они не будут работать, если select реализован по-новому, по-современному, по div. Если вы найдете где-нибудь старую верстку на сайте и будете с ней работать, и там есть select, то это будет прекрасно работать. Но все старые уже заменяются на новые, поэтому это так для ознакомления. Поэтому смотрите, если у вас есть тег select, вы можете нажать на него и здесь проделать различные манипуляции. Например, выбрать случайный элемент из комбо-бокса. Выбирается определенный элемент, нажимается ОК, и он автоматически сам вас определяет через select все нужные элементы, и из них выбирает случайно. Это вариант номер один. Да? Второй вариант: вы можете с помощью контекстного меню вставить свое значение комбо-бокса, да, установить значение комбо-бокса. Вы для этого должны знать список этих всех селектов. В данном случае у нас есть dog, cat, pets, hamster, parrot. Давайте выставим spider, допустим. Ну, допустим, с большой буквы. Нажмем spider, установить. Вот, и дожидаемся установки spider. Все, как видите, у нас установился select. Далее мы точно так же можем установить индекс комбо-бокса, например, без значения. То есть, если мы знаем какой-то индекс, или нам не важно, или нам рандомный какой-то индекс выставить хотим, ну, давайте выставим нулевой индекс, нажмем ОК. Нулевой индекс — это у нас ничего не выбрать, по идее. Вот, please choose an option. То есть, таким образом мы можем взаимодействовать с комбо-боксом. Теперь из интересного их особенностей вообще баса и еще дополнительного скрытого контекстного меню. Скрытое контекстное меню, оно появляется, когда вы задерживаете правую кнопку мыши, и у вас появляется зеленый контур. Это именно когда вы выделяете и работаете с графическими составляющими браузера. То есть не с селекторами, а именно с графикой браузера. То есть
Условно вы сравниваете и получаете элементы по графическим селекторам, граф селектор. Если вы забыли, что это такое и как это работает, посмотрите соответствующую тему по селекторам, там я об этом рассказываю. Значит, когда выделяется зеленым, это означает, что мы работаем с графической частью этого нашего браузера. То есть в браузере можно смотреть элементы как через селектора, так и графически. Иногда бывает так, что через селектор очень сложно докопаться до элемента, поэтому приходится прибегать к графике. То есть мы выделяем, например, вот таким вот образом какой-то текст там или еще что-то, куда необходимо тыкнуть. И здесь у нас появляется такое же контекстное меню. В принципе, оно аналогично всему, что мы с вами разбирали в целом. Все то же самое, как и там, в принципе. Но для примера я просто покажу, в чем отличие основное одного из действий. Например, кликнуть по элементу, если мы нажмем с вами, да, то у нас здесь немножечко отличается меню. То есть здесь мы ищем с вами по картинке base64. То есть как это работает? Бас берет условно вашу картинку, преобразует в base64 хэш, и дальше по этому base64 хэшу он ищет совпадение по отрендеренной картинке. То есть, когда загружается сайт, вы дальше даете какую-то команду, например, на поиск изображения или клик по элементу, по графическому селектору. Дальше бас сравнивает это изображение с тем, которое есть вообще на сайте на скриншоте. Он берет, делает скриншот общий экрана всего, пролистывает его, и дальше находит совпадение по этим элементам. Если он находит, значит дальше он тыкает и выполняет определенное действие. Если не находит, значит выдает ошибку, либо в зависимости от того, что здесь выбрано. Дальше, если мы нажмем с вами настройки поиска изображения, здесь будет несколько параметров. Первый параметр это scroll и no scroll, то есть когда он будет искать, он будет скроллить страничку полностью, а no scroll это не будет скроллить страничку полностью. Дальше совпадение, threshold, иными словами. Это насколько совпадать должно изображение на экране. По умолчанию стоит 80, можно понизить это значение, соответственно, будет неточности какие-то при поиске, но тем не менее с большей вероятностью что-то найдется, даже если что-то поменяется. И 100% это, скорее всего, ничего практически не найдется, поэтому 80 это такая некая золотая середина. И дальше здесь сам хэш этого изображения, вы можете его подставить свой, либо где-то сгенерировать ранее извне и дальше поставить через переменную. И дальше, если мы нажмем ОК, то он будет кликать нам по элементу. Также можно переносить вот здесь вот base64 хэш, вот этот скопировать, еще раз выделить зеленым цветом, нажать, двигать мыши и кликнуть по элементу, и сюда вместо изображения вот этого, которое мы выделили, поставить свое изображение. Дальше оно подставится автоматически и нажмем сюда. Вот, как видите, все отработало. То есть это некая скрытая менюшка, которая позволяет работать и выполнять те же самые действия, которые для селекторов или элементов по умолчанию, но только с графическими селекторами. В рамках данного урока мы разобрались с вами с иными действиями контекстного меню.